Ну что ж, друзья, погнали штурмовать дальше фреймер. Для тех, кто в танке, фреймер — это инструмент, позволяющий реализовывать сайты без знания программирования, без написания единой строчки кода. Мало того, если у тебя есть навыки в Figma, то за пару кликов ты можешь переносить макеты непосредственно в сам фреймер. Сегодня у нас в меню. Естественно, мой друг, я не буду разбирать полностью дизайн первого экрана, поскольку это довольно-таки долгий и мучительный процесс, но я покажу тебе, как с любого сайта за счет пару кликов реализовать эффект вау. Обещаю, больше 10 минут я вас не задержу, поскольку эта рубашка куплена на Т, и летом в ней просидеть больше, чем 10 минут просто нереально. Меня зовут Макс Куратов, усаживайся поудобнее, и мы начинаем. Ну что ж, друзья, с чего бы нам начать? Основная тема, которую я ставлю сегодня перед собой, это разбор нового встроенного инструмента во фреймер, это шейдер. Честно говоря, пытался перевести в просторах интернета на привычный нами язык, но, к сожалению, возможно, к счастью, факт остается фактом, это не переводится. Шейдер — это шейдер. Что это такое? Это некие программки небольшие, которые в реальном времени управляют тем, как выглядит или изображение, или объект. Он может создать градиент, он может сделать эффект лего, искажать шум, свечение, переливание. Короче говоря, любые всевозможные эффекты. Ранее любой из предложенных вариаций, которые мы сегодня большую часть посмотрим, приходилось искать в виде плагинов, что платных, что бесплатных. Но вы сами, кто топчет со мной не первый день дорогу, понимаете мое отношение к этим плагинам. Плагины — это что? Это кусок кода, который в любой момент может поменяться, и вы становитесь заложником данной ситуации. Не сосчитать, сколько было у меня проектов, где я использовал сторонние плагины. Эти плагины ломались. Кто виноват? Естественно, вы, поскольку вы взяли ответственность за сайт. Теперь, мой друг, фреймер, он постепенно превращается в конструктор уже готовых вот этих интерактивных компонентов. Давайте так, мой друг, вкратце немножко для тех, кто впервые видит этот фреймер. У нас есть сейчас три брейкпоинта. Это компьютерная версия, планшетная версия и мобильная версия. Специфика фреймера, как и в Figma, мы можем использовать вот это полотно как черновик. Именно так мы с вами и потренируемся, изучив и посмотрев множество вариантов, и только потом мы применим это уже непосредственно на готовом сайте. Добавите. И начнем, пожалуйста, с простенького, закроем быстренько эту тему. Градиента. Добавляя этот градиент, это не что иное, как некий div, внутри которого есть этот шейдер. В правой части это CSS настройки. У нас есть в этом перечне все возможные рубильники, отвечающие за внешний вид данного плагина. Ну, давайте его назвать плагин, хотя это шейдер. А также мы можем изменить вот эту цветовую палитру. Если я нажму предпросмотр, естественно, я ничего не увижу, так как я говорил, что при предпросмотре и при опубликованном сайте мы видим исключительно эту часть. Ну, если я, естественно, сюда закину, то картина изменится. Я неспроста первоначально акцентировал внимание на том, что это некий, давайте так, четырехугольник на доступном языке, внутри которого что-то происходит. Зачем я на этом поставил акцент? Поскольку любому четырехугольнику мы можем назначать ширину и высоту, делая из вот этого, просто бэкграунда нашего сайта. С этим разобрались, думаю, добавить нечего. Теперь давайте поработаем с имейджами. Есть у меня на компе некий красавчик, choose image, и попросту так сложилось, возьму свою фотографию. Добавляю эту фотографию, данный шейдер искажает мое изображение. А опять же, в правой части у нас есть возможность видоизменять. Мы можем добавить количество этих лего-инструментов. Понятно, за что отвечает этот показатель, а это что? Это видимость вот этих пупырышек. Теперь, мой друг, оставляю на тебя как налично, поюзать вот эти фичи и посмотрите возможности. Теперь давайте поступим следующим образом. Десктоп, отвечающий за компьютерную версию, и есть у нас первый section. Что такое section? Каждый блок у нас section, внутри которого что-то происходит. Так вот, внутри данного hero section я хочу применить background. Принцип у нас какой? Мы не закидываем имейджи и применяем ему шейдер, а сразу закидываем шейдер и внутри этого шейдера меняем фотографию. С каким шейдером я хочу вас познакомить? Вот при наведении у меня происходит вот такая каплизация, если существует в мире такое слово. А сразу хочу обратить твое внимание, что чем больше вес будет вашего имейджа,
тем больше вероятность того, что данный шейдер будет работать некорректно. Он-то будет работать корректно, но производительность уменьшается, то есть он не успевает проделать эти штуки. Именно поэтому, когда вы качаете имейджи на один из сервисов, который позволяет сжимать вес изображения без потери качества, это Tiny PNG. Их пруд-пруди, просто введите оптимизация изображения. Причин, зачем это делать, миллиарды. Как минимум, это косвенно влияет на загрузку вашего сайта. Вот смотрите, 2 мегабайта это уму непостижимо, 800 это тоже чертовски много, но в рамках примера давайте используем. Окей, есть. Следующий шаг, который мы должны проделать, это в Hero Section добавить элементы. Элемент, который отвечает за эту капитализацию, визуально выглядит так. Нажали, закинули в десктоп. Что мы сделаем? Ну, друзья, придется нам чуть-чуть углубиться, поскольку у нас есть такое понимание, как position. Position у нас бывает relative и absolute. А здравоверстка подразумевает тот факт, что если у нас есть div, внутри div элементы, этой папки мы назначаем, что должно быть с элементами по горизонтали, по вертикали и тому подобное. Так вот, этот тип называется relative. Но если мы в position ставим absolute, это значит, что этот элемент ни от кого не зависит. И теперь мы можем смело управлять шириной и высотой. На сколько процентов? Давайте пускай будет на 100%. А еще легче, мы можем просто здесь поставить 0, 0, 0, 0. То есть отступы от лево, право, сверху, низу по нулю. Обязательно нам нужно убедиться, что с точки зрения слоев он будет находиться в самом низу. В Figma мы просто перетягиваем слои, в верстке это называется Z-индекс. Просто перекинули на самый низ. И теперь, нажимая сюда, мы подгружаем фотографию, что, собственно, я и сделал. Вот есть мой имейдж. Теперь у этого имейджа есть ползунок opacity, я чуть-чуть его поменьшил, поскольку не сильно читался весь мой текст поверху. И скролля вниз, вот есть все наши настройки. Я думаю, даже без понимания английского все понятно. Это радиус, fade, затухание, strange, сила, спада, смещение и рассеивание. Юзая каждый ползунок, что-то будет происходить. Единственное, что давайте обязательно choice поменяем на изображение, которое мы уменьшили чуть ли не в 3 раза. И теперь, мой друг, включая предпросмотр, мы имеем вот такую картину. Друзья, вы должны тоже четко понимать, что эта фича сделана дизайна ради дизайна. Пусть у вас будет супер классное, уникальное торговое предложение. Маркетологи вылезали весь ваш сайт по предоставлению офферов. Но если сайт говно, сайт говно. И есть такое правило, это правило 5 секунд. Это правило, которое касается дизайна первого экрана. Если клиент за первые 5 секунд не получит эффект вау, не получит то, зачем он сюда приходил, не получит то, что привлечет его внимание, он с большой вероятностью уйдет. А основная причина, по которой он уходит, это если за 5 секунд у вас не загружается сайт. Вот именно с этих соображений мы обязательно сжимаем все наши фотографии. А еще лучше переводим в формат VBO. Ну что ж, все понятно, все очевидно. Друзья, спина уже мокрющая, поэтому показываю вам последние эффекты и отпускаю вас в свободное плавание. Давайте поюзаем, вот у нас есть логотип. Ну и даже не логотип, а эффект логотипа. Подгружая свой логотип, он обязательно должен быть в формате SVG. Если это даже не так является, заходим в Google, пишем конвертер JPEG в SVG. Или у вас PNG, значит PNG to SVG. Почему? Опять же, потому что это только работает с SVG. Переходим в настройки, видим бэкграунд. Черный нам нужен? Нет. Значит, прозрачность мы ставим 0%. Так, что у нас? Черный и белый. Давайте я его вот здесь поставлю, чтобы видел, за что отвечает. Смотрите, красный, нет, белый, окей, скорость и всевозможные другие настройки. Что мы можем сделать? Давайте его Ctrl-X. Есть у меня второй экран, и дизайна ради просто добавил сюда свой логотип. Давайте сделаем Ctrl-V и выкину его с своего имейджа. Этот имейдж я удаляю, и что мы имеем? Давайте пока на 100% оставим, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, в целом, оком, уж сильно он перетягивает на себя одеяло. Поэтому делаем невзрачный на 17%, и будет у нас вот такая история. А если ты хочешь бесплатно разобраться во фреймере, переходи на umapalata.space, ищи направление курсы фреймер, и есть у меня 3 вариации. Попробовать, понять и научиться. Начни с первого
оператив Framer, где тебя будет ждать 9 видеоуроков, также будет 10 бонусных видео по искусственному интеллекту, 10 бонусных уроков по Figma, по Photoshop, язык преподавания русский, и доступ у тебя будет неограниченный. Переходи, изучай содержимое, и если тебе это зайдет, переходи на следующую ступень. А если это видео, мой друг, было для тебя полезным, то поставь лайк, подпишись на канал, и я буду тебе максимально признательный. С вами был Макс Куратов. Пока.